Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю турецкий шоколадный десерт с кокосом. Готовится без выпечки и без желатина. Все очень просто и получается невероятно нежный и очень вкусный. Для рецепта мне понадобится также понадобится кокосовая стружка. У меня вот такая достаточно крупная, можно использовать любую мелкую, какая у вас есть. Я сразу подготовила противень, размер 32 на 42 сантиметра, застелила его пергаментной бумагой. Можно пергаментной бумагой не застилать, но мне просто так удобнее. Потом меньше надо мыть. Высыпаю сюда на противень кокосовую стружку. Распределяю ее ровным слоем. Стружка должна покрывать полностью все дно. В кастрюльку я всыпаю сахар, добавляю соль, всыпаю муку и какао. Хорошо все перемешиваю венчиком. Теперь постепенно добавляю молоко и все замешиваю, чтобы не было комочков. Вливаю все оставшееся молоко. Сотейник я поставила на плиту и варю мой заварной крем при постоянном помешивании до того момента, как он хорошо загустеет и закипит. Этот турецкий шоколадный десерт настолько простой и очень вкусный. Обязательно его приготовьте. Постепенно масса начинает густеть. Огонь сделайте тише и активно перемешивайте. Начинают идти пузыри. Провариваю массу еще буквально полминутки и плиту выключаю. Сейчас в горячий крем я добавляю кусочек сливочного масла и шоколад. Я использую черный шоколад с содержанием какао 65%. Перемешиваю до полного растворения. В принципе, шоколад в этот десерт можно не добавлять, обойтись только какао. Но на мой взгляд, с шоколадом получается намного вкуснее. Шоколад придаст этому десерту еще более такой насыщенный шоколадный вкус. Получилась вот такая очень однородная масса. Вот такой шоколадный заварной крем. И теперь не ждем, когда он начнет застывать, а сразу начинаем его выливать на нашу кокосовую стружку. Делаем это вот так аккуратно, чтобы все хорошо распределилось. Действуем быстро, чтобы крем не успел застыть. И вот таким образом его разравниваю лопаткой. Слой крема не должен быть толстым, чтобы он потом легко сворачивался. После того, как распределили всю горячую шоколадную массу, даем ей остыть до комнатной температуры и отправляем в холодильник примерно на 1 час. Для приготовления крема мне понадобится: вливаю в миску жирные сливки, жирность не менее чем 33%. Всыпаю сахарную пудру. Ее можно корректировать по вкусу. Взбиваю сливки до мягких пиков. Все ингредиенты для крема обязательно должны быть холодными из холодильника. Добавляю маскарпоне и чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Еще раз взбиваю. И за пару минут готов вот такой плотный и очень вкусный крем. Фисташки я обсушила на сухой сковороде и уже охладила. Отправляю их в чашу блендера. Слегка измельчаю. Шоколадную основу я достала из холодильника, она полностью застыла. Сверху выкладываю крем, распределяю ровным слоем, слегка не доходя до края. Сверху присыпаю все измельченными фисташками. Как видите, у меня фисташки порезаны где-то крупнее, где-то чуть мельче. Чтобы удобнее было разрезать десерт, я его перетащу на доску и разрезаю на 6 полосок. Конечно, десерт вы можете нарезать и на большее количество, как вам больше нравится. И теперь аккуратно скручиваю рулетики. Обязательно поднимаем снизу кокосовую стружку. Получается вот такой очень красивый десерт. И таким образом скручиваю все рулетики. Сверху можно еще слегка присыпать фисташками. После того, как свернули рулетики, рекомендую десерт еще ненадолго поставить в холодильник, чтобы крем немного стабилизировался. Хотя, если хотите, можно и сразу подавать его к столу. Вообще, это великолепный десерт в летнюю жару. Не надо включать духовку. Готовится все быстро и очень просто. И сам десерт получается легкий и освежающий.